Друзья, всем привет! Как быстро летит время. Казалось бы, буквально только вчера мы пересаживали 5 орхидей, одна из которых вот это вот, друзья, пират Пикати, бабочка орхидея. Мы один день потрошили из магазинных посадок, второй день их пересаживали, а третий день мы подкармливали, точнее не подкармливали, а обрабатывали антистрессовым, стимулирующим орхидею не только к росту, но и к цветению, и к пышному цветению. Одним из средств, которые начали тестировать еще в прошлом году. И вот, друзья, пролетел ровно год. Да, друзья, год. 17 декабря 2021 года мы доставали эти орхидеечки. Вот эту вот. Вот эту вот. Вот эту вот и вот эту вот красотку. Это 4 пирата Пикати разного варианта цветения. И 18 декабря мы их пересаживали, а 19 мы обрабатывали их спреем, специальным спреем, и наблюдали, как быстро они отреагируют. И, в общем, весь год следили за этим. Средство это, друзья, вот такой вот спрей Агрикола для орхидей, спрей, в основе которого хитозан. И, друзья, в сравнении со вторым средством, которое тоже в основе хитозан, называется «Нравится орхидеям», но которое богаче по своему составу. И вот буквально позавчера комментарий под одним из видео на нашем канале был: Георгий, ну как там у нас тест, эксперимент по применению хитозановых вот этих вот спреев. И вот сегодня я хочу провести небольшой такой, наверное, можно уже сказать, итоговый обзорчик применения вот этих средств. Тем более, что нравится орхидеям я начал с лета прошлого года тестировать и применять. То есть практически уже 1,5 года прошло. А вот это средство мы начали применять чуть больше года, но тоже уже можно сказать о результатах. И встает вопрос, какое из этих средств более эффективно не только в скорости зацветания орхидей, но еще и долготы цветения, потому что, и один, и второй тоник, друзья, они обещают, что орхидеечки будут цвести очень красиво, декоративно, пышно, а самое главное, продолжительнее, чем от остальных других каких-либо подкормок и стимуляторов. И вот, значит, хочу немножко об этом рассказать. Итак, значит, суть до дела. С чего у нас все началось в прошлом году? Значит, где-то летом начал я применять вот это вот вот этот спрей на орхидеях, стоящих за моей спиной в прошлом году. И буквально спустя несколько дней все орхидеи выпустили цветоносы и заколосились, о чем я не раз рассказывал и показывал. И у нас есть плейлист, который называется «Внекорневые подкормки», спреи для орхидей. Все в разделе плейлистов можно найти. Там все подробно, у нас все видео собраны про использование вот этих вот средств. И вот сегодня небольшая такая предитоговая, можно сказать, уже даже итоговая черта. Как говорится, цыплят по осени считают. И вот сегодня мы подводим итог в конце года. Еще много у нас будет итогов разных проектов, которые были в этом году и начинались в прошлом году. Итак, значит, заметив хороший результат применения вот этого средства, мне в комментариях стали часто писать, и видя обзоры, которые я в магазинах, акцентировал внимание вот на этом, попадается камера, видео, снимая на камеру, попадались вот это вот спрей. Мне писали: давай попробуем. Но что это за Агрикола, что за средство такое? И, значит, делая один обзор,
делая один обзор, мы с вами купили вот этот вот спрей и применили на наших с вами, не только на этих, вот этих вот пиратах, которые пересадили в декабре, но и чуть-чуть раньше еще и на биглипов. У нас есть плейлист, который называется 7 биглипов, но это там уже у нас не 7, а их намного больше, но изначально мы 7 пересадили вот в такие вот мерные стаканы. Это, кстати, 5-й пират, для которого я кашпо квадратный покупал, но этот пират у нас прошлый год прошел под девизом реанимации и наращивания корней, а этот год он проходит под девизом в стимулирующей посадке. Так как мало было корешков, мы его пересадили в меньшую емкость, в мерный литровый стакан. Он меньше, чем вот это вот кашпо и по объему, и по высоте. Поэтому посадили с меньшим количеством корней вот в такой мерный стакан. Но точно по такому же принципу у нас были посажены 7 биглипов, плюс еще 3, которые мы обрабатывали вот таким вот средством Агриколы. И, значит, говоря о том, какое из этих средств эффективнее в плане скорости отклика орхидеи на применение того или иного спрея, то однозначно, друзья, первое место занимает вот этот вот спрей, который называется «Нравится орхидеям». У нас те, кто смотрел с самого начала эксперимент применения вот этого средства, помните, как в декабре, когда мы начали применять его на вот этих вот орхидеях, пиратах Пикатти, где-то уже после Нового года, где-то в конце января, в начале февраля я уже снимал видео и прям вот хотел уже отказаться. Мы делали последний обзор, и я хотел показать вам орхидеи, что вот результата вроде как от Агриколы нету. И это будет, наверное, либо последняя обработка этих орхидей. И я с удивлением обнаружил, что все орхидеи откликнулись на Агриколу. И это побудило многих зрителей пойти в магазины и начать покупать вот этот вот спрей. И какой-то даже был, я даже скажу, такой дефицит образовался в магазинах. Наличие вот этого вот спрея, все раскупили. Но теперь по существу. В любом случае, значит, орхидеи на вот этот спрей быстрее откликнулись по скорости начала цветения. И теперь вопрос стоит, как дольше, какие орхидеи цвели дольше? Я вот хочу вам сказать, что те орхидеи, над которыми мы применяли вот этот вот желтенький спрей Агрикола, они, ну, наверное, месяца на 2 цвели меньше, да. Те орхидеи, которые обрабатывал я вот этим средством, они на пару месяцев цвели дольше. Где-то примерно на месяц они зацвели раньше, и на 2 месяца они цвели дольше. То есть где-то в среднем, ну, сказать сложно, конечно, потому что какие-то орхидеи раньше закончили, отцвели, какие-то позже. Например, вот пират Пикатти один, вот этот вот, он буквально прям вот совсем недавно только закончил свое цветение. Очень долго, один единственный, он цвел стандартного цветения пират Пикатти. Поэтому он еще не выпустил у меня здесь цветоносы. А вот другие пиратики, они очень быстро отцвели. И биглипы, которые я обрабатывал вот этим средством желтым, они буквально процвели, ну, в среднем где-то 4 месяца. На что я очень, ну, как бы был удивлен. Вот. Что касается тех орхидей, которые стояли на заднем плане у нас на канале и обрабатывались вот этим средством, они где-то в среднем процвели 6-7 месяцев. То есть, ну, достаточно дольше, намного дольше. И вот в этом году, друзья, я после того, как закончили орхидеи, те, которые я обрабатывал, значит, и этим средством, и вот этим вот, я решил не обрабатывать и посмотреть, какой будет эффект, какие орхидеи
быстрее зацветут, какие-то, может быть, позже зацветут. В общем, что будет происходить с орхидеями, если мы не будем кормить вообще ни этим средством. Вот сейчас наблюдаю я за этим процессом и могу уже сразу сказать, что без обработок все орхидеи, которые мы обрабатывали вот этими средствами, они пошли в ногу. Вот сейчас они идут в ногу в этом сезоне. Да, то есть можно сказать, что все-таки применение тех или иных средств, оно как-то все равно влияет. Ну, по крайней мере, вот это средство, оно однозначно влияло на скорость начала цветения орхидеи. Вот теперь в этом сезоне посмотрим, насколько дольше и пышнее процветут орхидеи, на которых мы не будем использовать вот эти вот средства. То есть в прошлом году я все эти орхидеи пометил, на которых мы применяли вот это средство. И вот теперь в этом году я не буду на них вообще применять. И буду наблюдать, какие орхидеи быстрее зацветут. Ну, они уже все примерно одинаково выпустили цветоносы. Вот вы видите, например, пираты Пикати. Еще Новый год не наступил, а они уже нас пытаются порадовать своим цветением. В прошлом году мы их только пересадили в это время. Вот. И они спустя только 2 месяца только проклюнули свои цветоносы. И только спустя 3 месяца достигли там приблизительно где-то вот такого вот результата. То есть сейчас процесс быстрее пошел. Вот. В общем, подводя итог применения вот этих двух средств на сегодняшний день, почти там 1,5 и по году, вот, могу сказать, что, значит, от вот этого средства орхидеи, ну, как минимум быстрее начинают зацветать, и как минимум в сравнении вот с этим дольше цветут. Насколько дольше, узнаем уже в этом году, когда будут орхидеи, которые обрабатывали обоими вот этими средствами, будут цвести. Я засеку и посмотрю, сколько они дольше процветут, на которых мы не применяем вот эти вот тоники. Хотя другие есть орхидеи, на которых я продолжаю использовать вот это средство. Оно мне очень нравится. Это я не буду больше использовать, потому что, ну, есть намного эффективнее вот это. И оно по цене, друзья, намного дешевле. То есть нравится орхидеям, стоит дешевле 200 рублей. То есть, ну, за 175, за 190 можно купить. Вот я купил специально для, значит, этого, скажите мне, для розыгрыша. У нас прислали нам коробку целую, которую мы разыграем 31 декабря. Вот таких вот тоников, потому что считаю, что это один из лучших тоник. Во-первых, он тоже на основе хитозана, как и это средство. Но здесь просто хитозан за 300 с лишним рублей у нас в магазинах, по крайней мере, продается. А этот дешевле 200, но помимо хитозана здесь еще и куча, друзья, дополнительных средств. Здесь есть янтарная кислота, здесь фосфор, калий, азот и, значит, еще дополнительные биогумат с микроэлементами. То есть очень-очень богатый состав. В отличие вот от этого. И стоит он, друзья, почти в 2 раза дешевле. Я не знаю, с чем это связано, но вот он стоит в 2 раза дешевле. Кстати, ссылку на сайт, где я покупаю, это в прошлом году покупал, и в этом году покупал. И вот сейчас с этого сайта прислали коробку целую. Вот, друзья, я оставлю в описании под этим видео, где можно приобрести, не опасаясь, что обманут. Там нормально все, сайт продает. Работают ребята и присылают транспортные компании с деком. В общем, не я только один заказываю, много еще кто заказывает. В общем, нормально. Вот такой сегодня, друзья, ну, в чем-то итоговый, а в чем-то межитоговый обзорчик. Уже показал, как пиратики выглядят, но еще хотел акцентировать все-таки вот на этой орхидее, которую покупал из частной коллекции. Пират, тоже пират Пикати, и обнаружил его без корней.
Вот, и мы его с вами наращивали ему корни в маховом гнезде, он у нас стоял, потом пересадили из махового гнезда, и вот сейчас он у нас находится вот в таком состоянии, корни наращивает, прям молодец. И, кстати, мы его, по-моему, и не так, по-моему, всего один раз мы его обработали, и все, больше не обрабатывал никаким тоником. Вот хочу его попшикать его, кстати, хотел, да, попшикать вот этим вот средством, ускорить ему процесс. Ну, он у нас вне проекта, поэтому я не обрабатываю те, которые сейчас у нас зацвели, а этот у нас, он не, ну как сказать, он у нас не принимал участие, потому что он у нас был на реанимации, на реабилитации, и вот сегодня я его вот так вот, друзья, взбодрю вот этим средством, потому что он еще не выпустил цветонос, вот. А мне хочется, чтобы он уже наконец порадовал вместе со своими собратьями, со своей пиратской командой. В общем, друзья, вот такое сегодня видео о результатах применения двух вот этих вот средств. Еще раз повторюсь, друзья, у нас канал, знаете, некоторые мне иногда пишут в комментариях, но это, наверное, мимо пробегающие, что ты начни снимать сразу, и вот в одном видео сразу все покажи и расскажи о применении того или иного, там, какой-то лайфхак. Вот. Друзья, ну у нас канал, он не такой, знаете, не разовые видео, у нас это, знаете, такой влоговый, орхидейный канал, да, то есть каждый день я показываю, рассказываю о том, что происходит и что мы делаем, в таком в режиме онлайн, чтобы можно было все отследить и не на слово поверить, а поверить по тем видео в течение какого-то времени, которое мы снимаем, то есть от начала съемок, процесса того или иного проекта и уже в конце итога. Все видео применения вот этих средств, они есть у нас в плейлисте на канале, раздел плейлистов, где собраны вот внекорневая подкормка орхидей, собраны все видео и всю историю применения этих средств и результат можно проследить. Это уж тот, кто, знаете, дотошно подходит к вопросу. Ну а сегодня вот как раз такой кратенький обзор, какое средство более эффективно и бюджетно. Вот это, друзья, однозначно вот это и эффективнее, и по цене выигрышнее, чем вот это. Еще раз, значит, вопрос такой. Буду ли я применять в дальнейшем вот это желтое? Нет, не буду. Пока есть вот это средство, я его и буду применять. Был, значит, зимой в этом году небольшой нюанс неприятный вот с этим средством, да, когда производитель на линии что-то там забыл поменять. То ли чаны, то ли линию, то ли еще что-то после разлива гуаматовых удобрений не убрали емкости и взяли в новую вот эту вот упаковку, поставили упаковку нового удобрения и залили гуаматовые удобрения под видом вот этого спрея. Было у нас такое блогерское расследование на эту тему. Руководитель предприятия принес извинения, сказал, что в принципе ничего страшного нету. Гуаматовое удобрение, оно даже дороже. И по эффективности, ну его нужно разбавлять было водой. И по продолжительности, эффективности оно более, скажем так, такое, ну, продолжительнее и шире и лучше. Вот, поэтому тем, кому, если еще, и вот, кстати, мне писали буквально на днях, что у вас какого цвета, вот, прозрачного или прям черного как нефть. Если вам попадается вдруг черного как нефть, почему? Потому что тоник такой разошелся массово по многим магазинам, везде
И в группах продают, и везде. Ну, я ссылку, кстати, на него оставляю там, где точно вам не продадут вот такой гуаматовый, а продадут такой, как надо. Это на Вальдберрисе кто-то купил где-то, еще где-то купил в других интернет-магазинах. Там еще подсовывают ту партию напутанную от 02.22.2022, по-моему, и затирают дату. Вот, затирают дату, вот, хотя вот этот вообще 2020 года тоник. Вот, затирают дату, чтобы не увидели. Вот та партия была немножко напутанная, туда гуамата. Но вот если попадется такая, как именно нефть, не расстраивайтесь, просто 1 к 20 разбавляйте, 1 к 20 нормально будет. Вот, 1 к 20 разбавляйте его и тоже спокойно можете опрыскивать орхидеи, но лучше, конечно, это гуаматово использовать на даче для своих таких открытого грунта, для овощей, для там зелени, в общем, для других цветов. Вот. Ну, вот так бывает. К сожалению, производитель именно не отозвал партию, вот оставил ее вот на совесть продавцов. Вот. Все, друзья. Вот такое сегодня видео. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.